Всем привет, это Влад и очередные порции баек автопутешественника. Это кольца, которые носят на шее женщины племени Каренов, которые живут на севере Мьянмы. В течение жизни они добавляют себе кольца на шею, таким образом увеличивая ее длину, и считают, что это очень красиво, но вид при этом у них очень удивленный и любопытный. Я желаю вам, чтобы вы были очень любопытными в этой жизни. А сегодняшняя история моя будет про невероятное везение. Дело было в Читтагонге, это Бангладеш. Дело в том, что Читтагонг известен на весь мир как город с самой большой верфью, где разбирают корабли на части. Бангладеш страна довольно бедная, и чтобы хоть как-то заработать, они прибегают к любым путям, в том числе нарушая любые экологические нормы, которые приняты во всем мире. И поэтому все цивилизованные страны продают корабли на разборку именно в Бангладеш, и их везут именно в Читтагонг. Это очень любопытное место, потому что вся береговая линия заставлена огромными нефтяными танкерами и круизными кораблями, которые высаживают на мель и вручную разбирают на части. Просто до единого последнего винтика. Распиливают металл, разбирают трубки, вытаскивают двигатели. Все полностью утилизируют, разбирают корабли. А этот труд абсолютно ручной. Все пилится газом, вытаскивается тросами. То есть никакой автоматизации, и поэтому в этом месте очень много травм и смертей. Насколько я знаю, каждый день 1-2 человека там погибают. Либо из-за взрывов газа, который накапливается в помещениях во время распила металла, либо из-за какого-то травмирования. Еще раз, там не соблюдаются никакие нормы, но место это по-своему очень прекрасное. Я, как только приехал в Бангладеш, хотел попасть в первую очередь именно на это самое место. И когда я приехал в Читтагонг, я начал стучаться в одну верфь за другой. Их всего там, насколько я понял, 9 штук. Но территория каждой верфи обнесена высоким забором с воротами, и попасть туда нереально. Опять-таки потому, что там много смертей, много нарушений прав человека, много нарушений, вообще всех всевозможных. Я стучался в одни ворота, я стучался в другие ворота, я убеждал тем, что я путешествую, что мне интересно пофотографировать. Сейчас я понимаю, что это их смущало еще больше, потому что им не нужны были там никакие фотографы. Тут съемка видео запрещена, блядь. Камеру вырубай нахуй. Так вот, я потратил целый день для того, чтобы попасть на другую сторону. Я немного поснимал с дрона, но этого было недостаточно. Я расстроился и поехал встречать закат на очень интересное место, которое мне посоветовали местные. Так вот, после того, как я поснимал закат и уже возвращался обратно, я увидел джип, довольно дорогой по меркам Бангладеша. Это был какой-то тюнингованный Lexus, который всеми 4 колесами сидел в грязи. Вокруг него была толпа людей, которые пытались вытащить его, вытолкать, давали какие-то советы. Отъехала какая-то машина, которая пыталась его вытащить за трос, но у них ничего не получалось. Мне стало любопытно, интересно, и я решил помочь этим ребятам. Было уже довольно темно. Я подъехал, включал всю иллюминацию. Желтый был во всей красе, конечно. Я думаю, вот здесь вы эти кадры все увидите. И мне повезло. Спустя какое-то время я вытащил эту машину. Ко мне вышел хозяин ее и начал меня благодарить, приглашая в свой ресторан. Выяснилось, что хозяин этого автомобиля был хозяином очень известного ресторана в Читтагонге, куда ходит весь истеблишмент и вся прогрессивная публика этого города. В тот же самый вечер я был на ужине у этого бизнесмена и рассказывал про свои впечатления про Бангладеш и про Читтагонг в частности. И я рассказал ему о своих попытках попасть на эти верфи. На что он сказал, что я твой должник, завтра все будет. И пообещал позвонить на следующий день. На следующий день утром рано звонок, и он говорит: приезжай по такому-то адресу, тебя встретят, все покажут. Это было невероятно, я приехал. Это была одна из тех верфей, куда меня не пускали накануне. Меня встретил начальник этой верфи, меня проводили к нему в кабинет. Сначала у нас был длинный диалог, он рассказывал, как живет верфь, как они зарабатывают, как они приобретают эти суда, за какой период распиливают, сколько нужно людей, сколько нужно времени, какие-то бизнес-процессы. Было очень много интересного. Обязательно найдите выпуск на канале, который выйдет, я думаю, уже очень скоро. Так вот, тут же выдали сапоги, абсолютно новые, выдали каску, и
этот самый директор верфи еще сделал мне небольшую экскурсию. Причем там было несколько таких моментов, когда он просто в панике показывал людям, чтобы они ушли из поля зрения, когда кто-то попадался без каски, неся на плечах эти газовые баллоны. Он меня подводил к каким-то строениям, у которых были явно неиспользуемые двери, но на которых было написано, что это для утилизации опасных отходов. То есть, было видно, что там очень опасное место, но он всячески хотел мне показать, что там ничего страшного, что это цивилизованное мероприятие. Так вот, история о том, что я попал в то место, в которое очень хотел попасть, и в котором у меня не было ни единого шанса на самом деле попасть, только благодаря вот этому случаю и вот этому спасению, в котором мне удалось поучаствовать. А самые внимательные в этом выпуске получат от меня вот такой сувенир, привезенный из Индии. Это брелок каучуковый тук-тук. Для этого нужно в комментариях написать, какой марки был автомобиль бизнесмена, который я вытащил в Читтагонге. Выберу случайный комментарий и объявлю победителя в следующем выпуске. Ставь лайки, подписывайся, чтобы не пропустить еще больше интересных историй.